В этом году у нас был амбициозный план — махнуть в роуд-трип на Тесла по Великобритании. Это было волшебное путешествие не только из-за Гарри Поттера, которого было много, ведь с нами дети, и это был их план, но и сама Британия покорила нас своей красотой и разнообразием. В первой части мы перебрались через Ла-Манш, устроили настоящий английский завтрак на белых клиффах Дувра, затем мимо Лондона в сказочный город Йорк. Еще было пару эпичных замков, полеты на метле и другая магия. И это было только начало. Впереди была Шотландия. Но это в другом выпуске. Поэтому оттуда мы трансгрессируем обратно в Англию, посмотрим разные города, удивительные места и расспросим, как тут жить в этой старой доброй Англии. Короче, погнали! Выпуск 2. О! Мы снова в Англии. Спасибо, Стефан. Всего пару секунд, а у нас столько впечатлений. Нужно снять килт. Ух, симпатично как! По дороге из Шотландии мы решили не ехать все время по автомагистрали, а свернуть и проехать по национальному парку. И это Lake District, национальный парк на севере Англии, озерный край. Смотрите, какой тут ландшафт, вот там. Почти как в Шотландии. И хотя основная часть, связанная с природой в нашем путешествии по Великобритании, она досталась Шотландии, естественно, ландшафт Шотландии — это же просто муа. Но хотя бы проехать вдоль такой красоты по маленьким дорожкам — это здорово. Когда путешествуешь по стране, стоит это иногда делать, потому что по магистрали оно не так клево. Смотри, смотри, там песик, видишь, сзади? Да. О, смотри, видишь как? Оп, отбежал, типа, ну-ка, о! Молодец какой! Красавчик! Вот это выучка! Слушай, надо с Гэндальфом поработать будет. Вот они, английские пейзажи. Ну, заборов же здесь понаделали. Это ж надо было столько выложить. Видели? Это все заборы. Долго сидели в машине. Ландшафт тут, на севере Англии, действительно прекрасен. И это с учетом того, что самую красоту мы не увидели. Стемнело раньше. Здесь, конечно, есть некоторое сожаление. С другой стороны, у нас плотный график. И впереди еще много мест, в которые надо успеть. Ago that never fade away, and I remember your face. Ливерпуль. Мы доехали до Ливерпуля, знаменитый город на западе Англии. Но он знаменит не только своим футболом, который, конечно, безусловно знаменит. Я вообще узнал про Ливерпуль, наверное, благодаря футболу. Когда-то очень-очень давно. Но здесь много всего было. Здесь первая железка была от Ливерпуля в Манчестер. Что здесь еще было? Ну, конечно, ливерпульская четверка. Куда ж без нее? Здесь даже аэропорт назван в честь Леннона. И вообще здесь много музыкантов. Ну и, конечно, это огромный гигантский порт, который был на протяжении сотен лет. Здесь центральным местом, куда приходили грузы. Здесь даже был прописан «Титаник». Его здесь не строили, но прописка у него была здесь. Ну и, конечно, да, это доки. Знаменитые доки Ливерпуля. Ради них-то я сюда и приехал, на самом деле. Да, вот. Доки, самые старые доки, вот они где-то там. А это уже современные. Вообще вот там, вот сюда. Вот там.
там Ирландия. Вот туда. Вот так вот. Ливерпуль. Надо же, а. Жалко, на футбол не попаду. Ну, это в другой серии, в другом выпуске, в другом видео. Не знаю, когда. Когда-нибудь потом. As the days move along, you can remember their song. I remember. Но если честно, начиналось наше знакомство с Ливерпулем, скажем так, не с самых интересных мест. Очень узенькая квартирка в Ливерпуле. Да, но мы бронировали жилье ночью. Мы не совсем изучили районы Ливерпуля до этого. Ну, днем еще более-менее. Вечером это смотрелось... Очень грустно. Жутковато, я бы сказал. Тут еще вечером, когда мы приехали, какие-то звуки были очень страшные. Какая-то потасовка была в одной из этих квартир, походу. Не шуточная. Но потом все затихло, поэтому... Но вообще вот они. Такие типичные районы, где, скорее всего, жили работники доков Ливерпуля. Вот такие маленькие квартирки. Это дверь, одна комната и вот там еще 2 комнаты. Но очень маленькая. Мы уже когда сюда приехали, прочитали, что в ночное время лучше избегать эти районы. Ну, типа, все нормально, безопасно, но лучше не стоит. Да, так это выглядит. Вот это крыши этих домов, одна из улиц, где мы находимся. Еще в жестче. Мы еще в жестче, да? Это очень грустный райончик. Вот так, кто хотел посмотреть на небогатые районы Ливерпуля, они вот такие. Мы не планировали, но посмотрели. Даже переночевали. Ливерпуль, как и многие большие города Англии, очень контрастный. Наряду с огромным количеством достоинств и того, что может город тебе дать, везде есть места, районы и улицы, где безопасность может стать большой проблемой. Поэтому поспешим переместиться в более интересную часть города. Вот мы и приехали. Вот Альберт Док. Вот он. Наверное, самый знаменитый док не только Ливерпуля, но и всей Англии. Невероятное сооружение. В свое время это был технологический прорыв на самом деле. Мало того, что он очень огромный, но там впервые много новаторств было всяких сделано. Когда корабль может подплыть вплотную к складу и разгружаться очень быстро. Это сложно технически, и вот здесь это все реализовано, и вообще много еще всего. Но сейчас, конечно, уже он не используется по своему прямому назначению. Здесь сделана очень крутая зона для отдыха с дорожками, с какими-то клевыми кафешками и ресторанчиками и так далее. И на самом деле такое место для людей. Считается одним из самых крутых мест в Ливерпуле, поэтому идем туда. Можно гулять вообще здесь полностью по периметру. Но для прогулок на доках нужно сменить головной убор. Так, я думаю, лучше. Знаешь, что я поняла? Эта любовь к индустриальной фигне началась у нас еще со свадьбы. Помнишь, у нас есть такая фоточка? Мы на какой-то индустриальной фигне. Точняк, есть у нас такая фотография. Вот она. 15 лет назад мы на какой-то индустриальной фигне. Ну, мы их так любим. Они такие клевые. Нормальные люди возле вечного огня фотографируются, а мы... Нет, Все как обычно. это ненормально. На доках огромное количество разных баров, ресторанов и мест, где можно перекусить. Но на этот раз мы решили завязать с английской кухней и переключились на итальянскую. Это было восхитительно. А у детей была возможность самим приготовить себе пиццу. Неожиданный момент, да, Соня? Поварам лень готовить ваши. Да, когда поварам лень готовить, они приносят ингредиенты. Даже шапочка есть вот такая фирменная. Вау! Моя пицца. Ну как? Огонь? Мне кажется, своя пицца, она всегда вкуснее. Вот эти пространства, сделанные в помещениях из кирпича и с этими старинными балками и перекрытиями на заклепках. Вот это прям то, что я люблю. Швеллер, говорю, как дома. Как дома, да? Ну да. Но док — это лишь часть набережной Ливерпуля, которая вся оказалась очень крутой, продуманной
с разными историческими экспонатами и просто местами для отдыха. А еще тут есть музей Ливерпуля, который абсолютно бесплатный и куда мы очень рекомендуем заглянуть. Музей очень клевый, реально. Кстати, в Ливерпуле музеи бесплатные, кроме музея Битлса. Реально, какая-то фишка здесь. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place. Мы, конечно, не успели изучить весь город и погулять где-то еще, но доки и набережная Ливерпуля нас приятно удивили. Просто зачет. To the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. In the old neighborhood, as the clock strikes one, the memory lives just as it stood. Ливерпуль понравился. Like a quiet dream. Очень клевый. Много всяких таких зон клевых, центр очень набережная, обалденная. Много современных всяких штучек клевых, сочетающихся с этой, как ее, индустриальная вот эта вот эстетика. Вот, да, спасибо. Бесплатные музеи, куча Да. памятников архитектуры, Да, набережная, в конце концов. Да. Ну, ощущение такое, что я бы тут... да, серьезно, прям настолько? Да, вот как-то... Если бы я родился... Ну, не в том районе, в котором мы сегодня проснулись, конечно. Вообще, начиналось все не очень. Я фанат Жуков, Битлов. Как будет в переводе. Да, Битлз. Ну, да, и культурная здесь жизнь такая нормальная, я смотрю. Так что для посещения Ливерпуль мы рекомендуем. Заезжайте, прогуляйтесь по набережной, по музеям. Good. Едем дальше. Очень удобно размещать станции на парковках отелей. Вот это мне нравится. Отлично. Ого, неожиданно началась зима. Вот это магия, конечно. На самом деле мы сейчас в декабре, в Штутгарте. И это небольшая добивочка к нашему роуд-трипу. Дело в том, что после последнего выпуска возникло несколько вопросов, которые, возможно, мы не осветили. Поэтому отвечаем в реальном времени, можно сказать. Тут пару вопросов по Гэндальфу. Где вы его оставляете, когда гуляете без него? Тут все просто. Гэндальф сторожит машину. На самом деле он супер умный и супер... воспитанный пес. С самого его щенячьего возраста он приучился ездить в машине. И теперь в путешествиях у нас вообще не возникает вопросов. Он, когда садится в багажник, понимает, что, окей, все, значит, куда-то едем. И ложится спать. Мы можем ехать целый день. Когда мы куда-то идем, конечно, он очень любит проводить с нами время. Он готов идти куда угодно. Но его возьмешь не везде. И когда мы его оставляем, у него тоже включается режим сна. Он такой, окей, я остался в машине, значит, жду. В Tesla есть классная штука, видеокамера здесь в салоне. И мы когда гуляли, я постоянно просматривал. Он вообще лежит, спит, все классно. Столько, сколько нам нужно, вот он будет сторожить машину. И в Tesla есть еще один крутой режим. Это режим питомец в машине. Когда ты включаешь этот режим, на экране здесь горит такая табличка, что не волнуйтесь, в машине такая-то температура поддерживается, вентиляция воздуха, все дела, хозяин скоро вернется, все нормально. Вот это, кстати, тема, которую мы заценили, прям класс. Конечно, другой момент, что с ним нужно погулять. И на стоянках, когда мы это делаем, когда заряжается машина, мы его выгуливаем, бегаем. Выгуливаются иногда все пассажиры нашей машины. Иногда он остается в номере, в гостинице, где можно, с животными. И это его тоже не смущает. Новое место, он уже привык. Здесь наши вещи лежат. Если он остался в номере, окей, он тоже будет лежать, просто ждать, пока мы придем. Вот такая вот у него суперспособность классная, которой мы очень рады. Если бы было по-другому, я даже не знаю, как с ним путешествовать. Но это все приучается в детстве. Или как сказать, у собак же тоже детство, да? Или... Ну, короче, вы поняли. Как он постоянно остается таким чистым. Это его вторая суперспособность. Мы, когда брали его еще щенком, нам заводчица сказала, не волнуйтесь, что он белый, это самоочищающаяся шерсть.
Вот. Если честно, мы тогда поржали, типа, конечно, самоочищающая шерсть. Что за вообще бред такой? Прикол в том, что это работает. Ну, конечно, если он полностью прыгнет в грязь, наверное, тут уже не поможет особо ничего. Но в целом, вот так вот он бегает по берегу моря, допустим, там, или еще где-то. Все, что ему нужно, немножко отряхнуться, чуть-чуть обсохнуть, и бац, он опять свеженький, чистенький и готов к следующим приключениям. Шикарная штука. Самоочищающаяся шерсть — это зачет. Так, еще пару вопросов про дорогу. Про левостороннее движение в Англии и почему плыли на пароме. Ну, вообще, конечно, есть нюансы. Как я и говорил в первом видео, к этому привыкаешь, но на больших развязках, когда большой поток машин, и ты сразу с парома съезжаешь и попадаешь вот в эту всю левостороннюю атмосферу, немного непривычно. Особенно, когда круговое движение. А круговых движений там много. Если у вас бывают ситуации, что вы при обычном, привычном вам движении иногда теряетесь, то даже не знаю, могут возникнуть проблемы, конечно. Я, например, даже выезжал на встречку пару раз, но все обошлось, но реально просто тебе нужно перестроить мозг. Это занимает какое-то время. Что вообще делают в таких случаях? Это, кстати, чаще такое происходит. Если люди хотят по Великобритании проехать на машине, летят в Англию, там берут машину на прокат и уже с рулем с нужной стороны едут в роуд-трип. Это, кстати, тоже классный вариант. Возможно, даже в некоторых случаях более экономичный. Потому что это нам от Штутгарта до Англии было проехать не так много, 750 километров. Хотя тоже прилично, конечно. А если с Восточной Европы ехать там, или Прибалтики, например, там, Украины, ну, это далековато. Сколько там? По 2000 примерно. 1500-2000, да. Но прикол в том, чтобы перебраться в Англию, тоже нужно заплатить кое-какие деньги. Например, паром, там тоже цены отличаются, но в районе $150. Евро, точнее, в одну. То есть туда-обратно уже 300. А туннель, цена проехать по туннелю, но, правда, ты не едешь по туннелю, если вы не в курсе, вы заезжаете в поезд. Это вообще какой-то космос, конечно. Ты просто заезжаешь туда на машине, легковушки еще в 2 этажа, некоторые заезжают, становишься в этот вагон, выходить ты не можешь, и вот там сколько, минут 40 или сколько там, полчаса, ты едешь через туннель. И вот поездка на таком футуристичном поезде в августе в одну сторону стоила 370 евро. Ну, это круто. Назад, когда мы возвращались, мы проехали по туннелю, но цена уже была почти в 2 раза меньше. Что мы в районе 170 или 200, да, ближе к 200 все-таки мы заплатили за то, чтобы прокатиться на этом поезде. Вот такая вот история. Плюс расходы на бензин, на дорогу и так далее. Тут надо смотреть, потому что, например, билет на самолет. Ну, как повезет, конечно, это же билеты на самолет. Мы обычно смотрим на авиасейлс. А если вы ищете билеты заранее, что мы вам рекомендуем, здесь можно подписаться еще на понижение цены. Это очень удобно. С Варшавы, если лететь в Хитроу. А вот вообще на недельку можно в феврале за 60 евро слетать с Варшавы. Прикольно. Вот такие дела. Поэтому в некоторых случаях, возможно, прилететь и взять машину на месте будет даже выгодней. Вот. Еще вопросы про следующие выпуски. Да, еще будет выпуск про Лондон и Шотландию. Про Шотландию, наверное, уже в январе, скорее всего. И кто очень ждет выпуск про наш год в Германии, мы его тоже делаем, не переживайте, он будет или к концу года, или в начале января. Как-то вот так. Но чем больше будет лайков и комментариев под этим видео, тем быстрее выйдет следующее. Это верняк. Гоним дальше. Выспалась? Да. Вот такая вот сеть отелей. Кстати, очень уютно. Просто на одну ночь, но уютно. И с завтраком. А завтрак — это важно. Бристоль. Этот городок знаменит. Чем он знаменит? Когда-то во времена американских колоний это был основной торговый порт всей Англии, поэтому был весьма богатым и значимым. Сейчас Бристоль — важный культурный город Британии. В 80-х, первой половине 90-х тут появилось такое культурное явление, как бристольская андеграунд-сцена. Во-первых, это музыка. Отсюда вышло много известных исполнителей. Знаменитые ребята Massive Attack из Бристоля. Крутые. Олеська была их фанатом в 17. И второе — это стрит-арт. Бристоль просто мекка стрит-арта. И самый яркий представитель этого явления — Бэнкси. Да, это его родной город. И здесь много его работ. Сейчас пойдем поищем. Есть маршруты по Бристолю через работы Бэнкси. Это увлекательный способ посмотреть город, если у вас, скажем, полдня. Вот. Нет, наверное, все-таки это не он. А вот это может быть, но я не уверен.
Начать можно с музея Бристоля. Можно зайти абсолютно бесплатно. Тут есть мрачный жнец. И он тут потому, что Бэнкси нарисовал его на борту корабля. И причем на таком уровне, вот там можно увидеть, что когда корабль стоял на воде, то он реально как будто бы плыл. Теперь эта часть корабля находится тут. Почему ее вырезали и повесили? Потому что, естественно, вода разъедала этот металл, вот, и надпись тоже разъела. Прикольно, что эта работа по закону принадлежит хозяину корабля. Серьезно? Да, да. Не так далеко от набережной, которая выглядит как памятник индустриальной эпохи, и где можно найти отличный кофе. Отменно. Находится следующая работа. Девушка с пирсингом. Интерпретация картины Вермеера. Девушка с жемчужной сережкой. Голландский такой художник был. Классно. А у этой девчонки вместо сережки из жемчуга сережка из пожарной сигнализации. Но забор. Забор-то уродливый. Дальше идем в центр и доходим до хорошо висящего любовника. Тут детям пришлось кое-что объяснить. А кто краской заляпал? Интересно, что граффити нарисовано на стене клиники сексуального здоровья. Вообще вокруг работы была большая шумиха. Власти вели борьбу с граффити и хотели ее закрасить. Но горожане встали на защиту. Даже было проведено голосование, и 97%, привет всем белорусам, проголосовало за то, чтобы оставить ее как украшение города. В итоге это стало первым легальным произведением уличного искусства. Еще, кстати, вроде эту работу он рисовал средь бела дня. Установил леса, и как будто это реставрация стены идет, было завешено, и никто ничего не просек. Он так вот рисовал, потом бац, вот такой вот Бэнкси. Наконец-то мы в английском городе с настоящей английской погодой. А то все солнце, это солнце. Вот оно. Прекрасный моросящий английский дождь, да? Шикарно. Скарына, это ты? Реально похож. Но это не он. Я где-то это видел. Точняк. Вам не нужно разрешение, чтобы строить замки в небе. Как же хорошо это сказано. Но эту надпись немного испортили. Изначально это был смайлик, а потом кому-то понадобилось сделать тут ворота и дверь. Хорошо, что надпись сохранилась хотя бы в таком варианте. И последнее. 5. Мягкий-мягкий Запад. И это одна из самых известных и первых его работ. И вот это как раз работа самая знаменитая его стала? Ну, точнее, он стал знаменитый благодаря этой работе? Да, во многом. Единственная его работа, которая мне нравится, «Медведь». Ну, вообще, медведь зачетный. Класс! Отлично! Еще и красный свет нам помог. О, вот этот фасад обалденный. Вообще работ гораздо больше. Бэнкси приписывают около 100 во всем Бристоле. Но это то, на что нам хватило время. Наши 5 работ Бэнкси. В этот второй из наших 2 дождливых дней в Англии мы должны были успеть в еще один интересный город. К счастью, он тут совсем рядом. Мы в городе Бат. И это, наверное, одно из самых исторических мест Британии. Всей Британии. Здесь расположены знаменитые римские бани. Вот там, внизу. Это времена, когда провинция Британь была частью Римской империи. И ребята 2000 лет назад выстроили здесь вот такой комплекс. А все почему? Потому что в Бате единственное место во всей Британии, где есть геотермальные источники, которые идут из глубин земли, поднимаются наверх, и здесь постоянно теплая, замечательная водичка. И, естественно, как только римляне об этом узнали, построили здесь баню. Конечно, все, что мы видим сверху, это уже терраса, выстроена потом, в 19 веке, когда была раскопана вот эта вот вся история. И статуи тоже поставлены уже позже, гораздо, как раз-таки тоже в 19 веке. Но вот все, что ниже, вот, начиная от подножья этих колонн, это все римское наследие. А вот какие-то их потомки стоят. Идет тепло от него? Класс! А если сейчас залезть искупаться, как ты думаешь, нас быстро отсюда выгонят? Ну, выловит, а потом выгонит, да.
пробовал? Вот здесь прям чувствуется тепло. Точно, слушай. Реально. Видно, как пар идет. И интересно, что уже позже, когда была Англия, Британская империя, сюда постоянно ездила знать. В Бат. Бат — это был вообще такое место тусища, куда постоянно приезжали все знатные люди, у них тут поместья были вокруг Бата. Короче, это такое было место тусовки. Тут на территории расположен небольшой музей. Можно многое узнать о римской культуре, о том, что они здесь делали, о том, как выглядел комплекс. Много интерактивных штук, наглядных. Дети обожают ходить, нажимать номерки возле экспонатов и слушать. Стефану особенно очень нравится. Интересный момент, связанный с этим городом, это то, что он единственный в Британии, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Не какой-то объект конкретный, а весь город. Таких городов, в принципе, в мире не так много. Вот Венеция, например. И вот в Британии это Бат. Я вам хочу сказать серьезно. А еще в Бате нужно отведать настоящей английской кухни. Мы забыли поесть в Бристоле, поэтому была большая необходимость наверстать. И тут есть вот такое заведение. Салли Лунс. На стене гордо висит табличка о том, что это самое старое здание в Бате. После римских бань, конечно. Само заведение тоже с большой историей. И мы были очень наивными, пытаясь туда попасть просто так. Вообще тут, конечно, лучше бронировать заранее столик, но... Место популярное, поэтому бронируйте заранее. Хотя нам повезло, это был будний день. О, очередь продвинулась. Похоже, нам не повезло. Последний вагон запрыгали. Здесь, говорят, очень вкусно. Короче, вот такая штуковина. Булка со всяким мясом в подливе и овощами и картошкой. На самом деле идея вот этих пудингов, да, пудинг это на булочке тоже. Ну да, у них это прям вот везде, по всей Англии. Английская кухня — это какая-то лабуда на булочке. Ну, Стефану нравится. Даже очень вкусно. Или просто он голодный. Я вообще могу все съесть, когда я голодный. Но это именно вкусно. Было очень вкусно. И действительно, очень атмосферно. Короче, рекомендуем. И еще, Бат, по причине того, что тут тусовалась знать и вообще было весело, модно и престижно жить, не раз фигурировал в разных романах, по которым было снято немало фильмов. Особенно у Джейн Остин. Я понимаю, что большинству мужчин сейчас это ни о чем не скажет, но просто поверьте, это важно. Например, вот этот дом. Тут кипели страсти в романе и в фильме «Доводы рассудка» в 2 экранизациях. Ключевые сцены, можно сказать. Олеся и Соня у нас пересматривают иногда это кино. Но теперь и мы со Стефаном тоже в курсе. Утро доброе. В нашем роутрипе небольшая пауза. День отдыха. Мы приехали к нашим друзьям. Они живут не очень далеко от Бирмингема. Хотя как не очень. Миль 100 где-то примерно. И это прям такая центральная Англия. Ну, если брать остров. И наши друзья здесь живут уже год, вот недавно, как отметили. И это те ребята, с которыми мы познакомились в Киеве. Кто смотрит наш блог уже достаточно давно, знают, что мы были в Киеве, и там были люди, которые дали нам погонять свою тачку, фордик красненький, который появлялся в наших видео. Вот это эти ребята. С тех пор прошло немало времени, много событий. Они переехали в Англию, живут здесь. Мы переехали в Германию, живем там, и вот у них в гостях. Вы живете... Это можно назвать провинцией? Ну да, это не центр. Небольшой городок. Этот район называется Ворцестершир. Как-то так. Ворцестершир. Не показывайте это видео местным. И он считается типа самым красивым в Британии. Тут много свадеб проходит. Вот поэтому мы заценили, что мы в этом районе живем. Тут есть очень красивые села рядом. Скажите, что вам нравится в Англии? Что вы реально вот заценили? Вот прям класс, вот здорово. Ну, мне кажется, люди очень сильно отличаются. Мы большую поддержку ощутили от всех британцев, независимо
верующие, это неверующие, где бы их мы не встречали, как бы они с нами не знакомились. Ну, не только поддержка украинцев, она сейчас есть везде, но они действительно вежливые и очень, не знаю, внимательные, добрые. Дети, например, они всегда скажут спасибо, пожалуйста, пропустят тебя на дороге, не знаю, помогут что-то. Автомобилисты всегда уступят дорогу, скажут спасибо. Вежливые, действительно. Да, в целом ощущается вот эта доброта общая. Прикольно. Нам, кстати, в Шотландии говорили, что тоже люди вообще зачет. Что типа лучше англичан. Шотландия? Но мы там еще не были. Каждый говорит, проверим. знаешь, у нас люди лучше. Вам надо съездить в Шотландию? Да. И проверить. Мы почти... Куда лучше уже? Мы были в Lake District, это почти Да. Шотландия. Но людей мы там не видели. Людей мы там не видели. Овцы Встретили неплохие. дождь. Овцы норм, да? Овцы норм, да, добрые. Для нас первый плюс был английский язык. То, что дети в школе учат английский, ничего лишнего. Нам не нужно учить дополнительный язык. Английский пригодится нам, где бы мы ни жили. Для нас это очень важный плюс. Дети уже освоились, да, получается, за год? Дети Да. стали забывать украинский, и это проблема сейчас для нас. Через год они позабывали некоторые буквы. Сейчас мы уже учим украинский 2 раза в неделю онлайн, чтобы они не забыли. Ну, то есть у них полностью среда же, да, англоязычная? Полностью. То есть школа, Полностью. Да. Какой третий плюс? Тут очень красиво. И красиво и в любой сезон. Вот в любой Мы сезон. сейчас говорим про природу или в целом вот визуальную Ты знаешь, какую-то культуру составляющую? Ты знаешь, все. Тут, начиная от природы, ландшафт и так далее, он очень разный. В основном главная часть, она такая низинная, Ну, мы сейчас, равнинная. да? Мы да, сейчас да. в равнинной такой. Но есть там Уэльс, та же Шотландия, побережье очень красивое. Вот. Плюс очень, так как страна когда-то была самой могущественной империей, она нормально себя чувствует уже много сотен лет, и тут очень много сохранилось старых зданий, старых городов. То есть это новострой, да? То есть Это вообще вот, да, ему вчера 100 с построили. чем-то лет, это да, вот как-то да, молодой очень. Они еще как-то гармонично, вот эти сады и дома, оно так гармонично все выглядит, да, ты не чувствуешь, что это все создано руками человека, Чувство оно как будто вкуса у них часть есть, природы. да. Ты иногда в каком-то месте прям улавливаешь такую связь всего и какую-то историческую линию просматриваешь. И природа, люди, архитектура соединяются в какое-то такое целостное смысл, который ты улавливаешь в этом месте. Ты немного понимаешь всех тех творцов, знаешь, там, которые «Хоббита» Которые там писали писали, что-то, да, да. там всякие хроники Нарнии, там, не знаю, в старинных садах. Но вот ты тут чувствуешь вот это, и хочется что-нибудь даже, не знаю, сотворить. Написать книгу, нарисовать картину, я не знаю. Ну, красиво, честно, красиво, это вдохновляет, всегда вдохновляет. Согласен, хорошо, зачет, окей. Засчитываем, да? Давай, засчитываем. Что-нибудь еще есть? Не, ну у нас много есть много, чего. но тремя ограничимся. Не будем дразнить людей. Ну, здесь 100% что-то не так. Что-то пошло не так. Что здесь не так? Одно из не самых приятных – это бюрократия. Так. Вот. Она здесь тоже есть, да? Она везде. Например, Очень интернет, сложно. чтобы заказать. Там, в Украине ты звонишь там, дяде Коле, и вечером у тебя уже интернет. Здесь ты назначаешь аппоинтмент через 1,5 месяца, ждешь, пока приедет дядя и просто нажмет кнопочку. Как это знакомо. И это Какая во боль всем, просто. абсолютно во всем. Что говорить, мы документы на вид на жительство уже больше года ждем. И мы не можем Ты никак... ничего не можешь сделать. повлиять. Вот просто бывают моменты, когда ты просто ничего не можешь сделать, и никто ничего не может сделать, и ты просто должен ждать. Да, Это да. тяжело. Когда большая история, и все было хорошо, и когда-то что-то построили, там какие-то процессы, там 50 лет назад, и в принципе оно работало. И сейчас оно уже очень старое, очень работает долго, но в принципе работает, и нету у них мотивации поменять. А зачем его менять? Да, и вот... Окей, дальше. Так, хорошо, какие еще минусы? Кто-то... Вот, кстати, мы тоже, когда ехали в Англию, думали, что погода это будет достаточно такой большой минус, и мы думали, что здесь постоянно дождь. Мне, в принципе, нравится погода в Британии. Единственное, немножко не хватает тепла летом иногда, и не хватает немножко зимы зимой. Вот просто у них достаточно такая типа равномерная погода, и иногда чуть-чуть не хватает. Ну, вот такой, как сейчас, это сколько раз в году Но бывает? сейчас 19 градусов, мы в шортах, футболках, достаточно тепло. Вот, но чтобы покупаться, там не хватает. это да. Нет, да неправда. тут часто тепло, просто проблема в том, что дождь пойдет, чаще всего непредсказуемо. Вот сейчас, через 3 минуты, может пойти дождь. Да вот час назад был дождь. Ну, да. То есть, окей, вас напрягает или вот нормально? Меня немного напрягает.
Меня напрягает, потому что мы же с детьми. Мы сейчас уже поняли, что у нас в машине должен быть дождевик на каждого члена то есть семьи, такой зонтиков комплект. пачечка, возможно, даже сменные штаники для некоторых членов семьи, потому что Нет, будет в мокро. идеале еще сменная обувь, потому что если ты в селе, там везде грязь. Да. И если ты готов морально вот к этому всему, то, в принципе, это может... Просто в машине должно быть 6 дождевиков, 6 резиновых сапог. Я еще Да, морально да, к этому готова. Ладно, хорошо. Ну, минусы какие-то у вас такие пока. Слушайте, прям хочется даже... Слабенький, да? Даже хочется переехать Хорошо. уже А из этих какой у нас был минусов. серьезный минус? Ну, это наш личный минус, Да, окей, то, что мы тут чувствуем себя одиноко. А, да, точно. Но опять же, это минус, который можно решить, вот, но год мы уже здесь живем, и мы понимаем, что 100% того комьюнити, той атмосферы дружественной, которая была, мы точно уже не вернем, к сожалению. А хочется, чтобы было вот как раньше. Чтобы ты позвонил другу, он приехал. Или ты собрался с кем-то, поехал с кем-то. Ну вот ты мне написал, я приехал. Какая проблема? Ты же не англичанин. Не учитывая, что мы 1,5 года назад последний раз вот так встречались. 1,5 года ехал, в Германии. доехал. Ну да, У тебя мы в немного- Европе живем, надо все планировать заранее. Ну да, бюрократия, вот она. В целом, вот вы прожили год, больше нравится вам, да? Та страна, где вы хотели бы проводить время. Мы приехали вообще, как большинство украинцев, уехали куда-то не потому, что они хотели уехать. И мы вынуждены выбирать были не Украину, а что-то еще, к сожалению. Вот, поэтому, но мы считаем, что этот выбор нам нравится. Вот, и мы очень много здесь находим позитивов и довольны этим решением. Школа И, хорошая. Да, очень нам импонирует. Школы вот государственные хорошие, да? То есть Да, здесь классное образование. Ну, некоторые из Украины хотели отправлять своих детей когда-нибудь учиться в Англии, а у нас есть эта возможность сделать сейчас бесплатно даже, да. То есть это не касается каких-то Получить суперэлитных английское образование. заведений. Да, то есть это даже в не какой-то принципе, институт там, или колледж, Оксфорд там, или какой-то еще, а вот просто стандартное образование, даже просто садик и начальная школа, она очень на хорошем уровне, очень много есть школ, которые там, или церковь Англии, очень много их, этих школ. То есть это государственная школа, которая, у них очень моральные ценности высокие, ты знаешь, что эти дети, которые там воспитываются, они получат правильные основы в этой школе. Не только знания, а еще и принципы, наверное. Понятно, что Жизненные, семья да. должна это давать, но все-таки в школе они проводят очень много времени. Для нас Не это все- было очень тоже важно. школа школе розни. Это понятно, что надо выбирать, надо искать это везде, и люди везде люди, но в целом нам нравится здесь образование. Пускай у вас все будет получаться и дальше. Приезжай еще. Ну нет, давай уже как-то... Приезжайте. Давай сейчас запланируем. Давай, хорошо. Забьем в календарь. Сейчас посмотрю, какие у меня там термины, короче, Ой, назначены. да. У меня пропущены 4 звонка. От Майка, да. Такая вот жизнь европейская. Он только что. Позвони. Ну, у нас... По-моему, ребята уже все. Я позвонил. Что, мы отпустили? Take me to the ruins, aquifers and streams, Нальешь ему водички? baby ferns uncurling, every living thing. Be to me a mother, both hands on the wheel. Show me faded color, fields of chamomile. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision or a tether. Англия оказалась очень немаленькой страной. Не по размеру, остров как раз совсем небольшой, но вот по содержанию она просто огромная. Места, в которые мы хотели попасть, не заканчивались, даже появлялись новые. Поэтому иногда за один день мы успевали посмотреть несколько локаций. Так получилось и в этот день. Но на этот раз это были не города. Это ущелье. Вот с такими крутыми скалами, которое называется Чеддер, где ходят барашки. Или козлики, я не разбираюсь. Но знаменательно оно не этим. Знаменательно оно тем, что именно это ущелье стало вдохновением для Толкина при описании или создании Хельмовой Пади. Крепость в ущелье, где доблестные, немногочисленные воины Рохана противостояли
полчищам Сарумана. И Гэндальф пришел с первыми лучами рассвета, чтобы спасти всех. Вместе с этими живыми деревьями. А это значит, что сам Толкин гулял вот здесь, примерно где-то вот здесь. И если честно, какие-то сходства есть определенно. Даже Гэндальф здесь. Малыш? Красавчик. Возможно, это место не самое туристическое, что скорее плюс. Но если вы, как и мы, поклонники вселенной Толкина, и вы на юго-западе Англии, еще и на машине, побывать тут стоит. Хотя даже если вы ничего не знаете о Толкине, заехать сюда мы все равно рекомендуем. Ущелье совсем небольшое, но очень эффектное. Вы въезжаете в него как бы с равнины и неожиданно попадаете в фэнтезийный мир. Неудивительно, что Толкин вдохновился этим местом. А вот следующий пункт в нашем роуд-трипе, напротив, это одно из самых известных и туристических мест на планете. Приехали мы, значит, в то самое место. Мы не могли проехать мимо. То есть, раз уж ты здесь, почему бы и не глянуть? В общем, это гигантская парковка возле Стоунхенджа. Да, он здесь. Ну, мы где-то здесь. В общем, сейчас 1 сентября. На самом деле, вот на август тут было забито все. Сейчас по живой очереди. Даже почти без очереди. Да, вообще перед нами один человек стоял. На всю семью 4 персоны. Вход в Стоунхендж стоит 61 фунт. 61,70. Раз уж мы тут ехали недалеко, надо все-таки это сделать. Так сказать, отметиться, поставить галочку за 61 фунт. Нормально, это как галочка. Вообще прям галочка. Когда Пойдем галочка. отрабатывать. Ладно. Большая карта. А где, собственно говоря, Стоунхендж? Я нашла номер 5. Короче, Стоунхендж не одинок. Тут вокруг него очень много всяких древних, я даже не знаю, как это сказать, следов. Вот, да. Вот это интересно. Вот что это такое? Смотри, это аэродром. Стопудово, Стефан. Это аэродром для древних космических кораблей. Я вообще за то, что это все построили инопланетяне. Стоунхендж — это целый комплекс на огромной территории. Ну и еще тут наглядно показано, как это могло быть построено и где жили люди того времени. Может, кто-то живет. Вот в том точно кто-то живет. Он, видишь, ушел смотреть Стоунхендж и закрыл. Вообще, до этого самого Стоунхенджа нужно пешкарить. От парковки, вот там, где-то полчаса примерно. Тут ездят автобусы еще, но кто хочет прогуляться, можно прогуляться. На самом деле к нему можно подъехать ближе, по проселочной дороге. Это не запрещено. Но так вы сможете увидеть Стоунхендж только со стороны. А платите вы за то, чтобы подойти к нему как можно ближе. Вот отсюда начинаются билетики, да? И да, с собаками можно дойти только сюда. Поэтому у Гэндальфа был тихий час. Говорят, это
штука очень древняя. 3-4 лет назад ее сделали. Но есть много теорий, зачем, собственно говоря. Есть предположение, что это какой-то астрономический календарь или просто какой-то храм древним богам. В общем, теорий много. Хотя, по-моему, ни одна на 100% не доказана. И вообще здесь в округе много таких каких-то штук интересных, которые оставили древние люди. Но одно можно сказать точно, это памятник всемирного наследия. Наравне, наверное, с пирамидами, с какими-нибудь. Очень значимая для человечества вещь. Но все-таки похоже, что это как-то было связано с Солнцем. Вот эта стрелка, показывающая вот туда. Короче, во время солнцестояния лучи на рассвете проходят прям вот там. Очень маловероятно, что это просто совпадение. Похоже, они специально сделали так, чтобы Солнце оказывалось в этих арках в это время. Может, это календарь какой или что-то еще такое. В общем, непонятно. Но с Солнцем это определенно связано. Сам Стоунхендж расположен посреди поля, и таким образом его можно рассматривать со всех ракурсов. Единственное, с чем нам не повезло, как нам казалось, это пасмурная английская погода. Ведь Стоунхендж лучше всего смотреть при хорошем свете. Но это Англия. Погода может поменяться очень резко. Ребята разместились, чтобы встречать рассвет на Стоунхендже. Вот валийцы приехали. Вот в этой палатке ворон сидит. Ёпарасоте, тут какие-то друиды просто. Слушай, надо сюда обвалить отсюда, а то еще в жертву принесут. Вообще можно из дороги посмотреть. О, на закате круто. У нас оставалась последняя точка на карте перед Лондоном, на которой очень хотелось поставить галочку. И это место в равной степени закрывало интересы всей нашей компании. Тут и история, культура, искусство, архитектура и Гарри Поттер. Мы приехали в Оксфорд. Первым делом в Оксфорде нужно идти в Оксфорд, тот самый, один из самых старейших и престижнейших университетов мира. Это была наша цель. Не обязательно сразу поступать, хотя как хотите, конечно. Можно просто сходить на экскурсию. Да, несмотря на то, что там идет учеба и живут студенты, любой желающий может взять аудиогид и прогуляться по Оксфорду, как по музею. Забегая вперед, я очень рекомендую это сделать. Мало того, что побывать в Оксфорде — это в принципе очень вдохновляющая история, так еще это одно из самых красивейших мест в Англии, где мы были. Ну и плюс к этому, тут проходили съемки разных эпизодов Гарри Поттера. А так как для съемок были выбраны одни из лучших мест, с них и начнем. Итак, первое — это лестница в Хогвартсе, где профессор МакГонагал встречала учеников в первом фильме. Второе — большой зал, где проходило много важных событий, в том числе и прием пищи. В Оксфорде этот зал тоже служит студенческой столовой.
Но вообще, по правде сказать, съемки Гарри Поттера здесь не велись. Этот зал стал как вдохновением и прообразом главного зала из Хогвартса. Но когда на него смотришь, реально очень похоже. Можно сказать, его скопировали. В хорошем смысле. Вот тот? В красном платье. Вот тот основал? Прикольно. Классно, что все можно послушать, и вот Стефан уже больше меня знает про этот зал. Тоже написал Алису в «Стране чудес». Ага. И здесь преподавал математику. Серьезно? Да. Ничего себе, вот это да. Да, кстати, «Алиса в стране чудес» — гениальная книжка. И Толкин. Толкин, похоже, тоже кушал где-то здесь, за одним из этих столов. Это так прикольно, что ты можешь сюда прийти и пообедать. Но на самом деле это один из самых старинных залов Оксфорда. Подумать только. 500 лет уже здесь студенты трапезничают. О, они едят хлопья. Прям как ты, Стефан. Хотел бы я, чтобы у меня столовка в школе такая была. Идем дальше. Третье — это эффектные коридоры Хогвартса. Они тоже тут. Но вот это уже точно из Гарри Поттера. Здесь точно были съемки. Это знаменитый коридор. Вот здесь вот. И, кстати, это тоже очень старое место, в принципе, Оксфорда. Ведь до того, как здесь начали учиться студенты, здесь просто была церковь, вот там. И это, по-моему, 12 век еще. Тут прям история на истории. Ну и факультет Гриффиндора здесь частенько приходит пофоткаться тоже. Да. Старшеклассницы. Их фоткает Олеська. А ты младший класс, да? Второй курс. А, ты второй курс. Но там, наверное, курс 4 уже, мне кажется. Паутинка тоже старая. Что можно сказать? Подозреваю, что учиться здесь очень кайфово. Это прям как-то вдохновляет и мотивирует. Дети были под большим впечатлением. Конечно, места из фильма сыграли свою роль, но и в целом то, что можно учиться в таком месте. Соня даже начала гуглить, как можно тут получить стипендию. А юный реалист Стефан спросил, как можно получить кредит на обучение. Да, подходы у них разные, но идеей учиться в Оксфорде загорелись оба. Но было бы ошибкой думать, что Оксфорд — это лишь пару рядом стоящих красивых готических зданий. Университет, которому почти 1000 лет, не так прост. Он состоит из 39 полуавтономных колледжей и целого ряда академических отделов, которые разбросаны по всему центру города. Поэтому, когда ты гуляешь по Оксфорду, ты гуляешь по огромному университету. И все тут так или иначе связано именно с этим. Вообще, надо сказать, что Оксфорд прям какой-то невероятно красивый город. Ну, я слышал, что он ничего так. Но прям вот, чтобы настолько, один из лучших пока что в Англии, который я видел. В то же время в нем есть такой масштаб величественный. Вы только посмотрите на эти витражи. Как они прекрасны. А еще тут можно попасть в легендарный книжный магазин Blackwills в Оксфорде. Этот магазин продает и издает книги с 1879 года. Здесь продавались первые работы Толкина, например, и много кого еще. Он огромен. Тут 5 километров книжных полок и почти 1000 квадратных метров торговых площадей. Когда-то он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой зал по продаже книг в мире. Это просто книжный рай какой-то. Еще этажи вверх. Кто здесь только не был? Клинтон, 94-й год. Да, книжный магазин в Оксфорде, я думаю, должен обладать особым статусом, конечно. По крайней мере, мне кажется, в нем должно быть все. Похоже, что в этом как раз-таки и есть все. О, наша любимая. Катан. А кто-то нашел мангу через дорогу. Круто!
Англия — это тот случай, когда мы немного не рассчитали время и то, что хотели в него вложить. Слишком насыщенное для отведенного нами на нее времени. Многие места, к сожалению, просто пришлось сокращать. Но мы ведь все это еще и снимаем, а это примерно x2 по времени. Поэтому у нас осталось достаточно много мест на потом, на будущие поездки. Думаю, что они обязательно будут. А сейчас у нас было еще 7 дней до школы и начала учебного года, и перед нами лежал весь Лондон.